Если ты, как и мы, против этой войны, подпишись на канал. В испанских СМИ появилась информация о готовности передать зенитный ракетный комплекс Шорот-Аспиде. Украина вскоре усилит свою противовоздушную оборону новым зенитным ракетным комплексом Аспиде Скигард от Испании. Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве говорит испанская пресса. А учитывая достаточно активную поддержку со стороны Мадрида оружием, это вполне реальный сценарий. В частности, ранее Испания отправила сразу целый корабль логистического обеспечения с 200 тоннами военной техники, вооружения и другого снаряжения. Кроме того, передача такого зенитного ракетного комплекса, как Аспиде, значительно вероятнее из-за того, что он не относится к критическому для обороны Испании вооружению. Дело в том, что он был разработан еще в конце 70-х годов, а в самой испанской армии заменяется современными образцами. Интересный аспект, что в СМИ использовано название Шорот-Аспиде, но на самом деле Шорот — это лишь тип зенитного ракетного комплекса Short Range Air Defense, ЗРК малой дальности. В испанской армии этот ЗРК также называется Толедо, а Аспиде — это лишь название ракеты. При этом ракета Аспиде была создана в начале 70-х годов итальянской компанией Эления, известная по более новому названию линии Aeronautica, сейчас является частью Leonardo на основе лицензионной версии американской ракеты «Воздух-воздух М7 Sparrow». По сравнению со Sparrow итальянская Аспиде получила новую радиолокационную головку самонаведения, которая демонстрирует лучшую помехоустойчивость, обновленную электронику, более мощный двигатель, а также улучшенную маневренность благодаря изменению приводов рулей управления. Также итальянцы адаптировали Аспиде к пуску с поверхности, создав морской зенитный ракетный комплекс «Альбатрос» и сухопутный «Скигард». В 80-х эти ракеты Аспиде были закуплены Испанией и интегрированы в локализованный комплекс, получивший название «Толедо», также встречается название «Спеда» по названию пусковой установки. Возможности и особенности Аспиде. Ракета Аспиде в версии «Земля-воздух» в первой версии имеет дальность полета около 12 км и максимальную высотность целей до 5-6 км. Так как ракета имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения, наземная станция должна постоянно облучать цель. Но в отличие от других систем, радар подсветки размещается на самой пусковой установке, что позволяет обстреливать несколько целей одновременно. Для обнаружения целей в первых версиях комплекса используется радар Скигард, разработанный в 70-х годах в сотрудничестве со швейцарской компанией Oerlikon Contraves и шведской Ericsson. Он имеет способность обнаруживать цели на дальности до 20 км, а при разработке главный упор был сделан на работе по низковысотным целям. Этот радар был разработан для управления 35-м зенитными установками серии ГДЭФ, поэтому они логично вошли и в состав испанского комплекса Толедо. Поэтому, когда речь идет о ЗРК Аспиде от Испании, то речь идет о комплексе, который имеет 2 пусковых на 4 ракеты Аспиде в каждой, а также 2 зенитки ГДЭФ. Последние имеют 2 спаренных ствола калибром 35, позволяющих вести эффективный огонь на дальность до 3,5–4 км, а темп стрельбы составляет до 1100 выстрелов в секунду. Эта артиллерийская система является основой зенитной самоходной установки Джепард, которую Украина все никак не получит от Германии. Но Испания в 90-е годы обновила часть своих ЗРК. В частности, известно о замене на некоторых системах радара Скигард на Скидор, также от Oerlikon, который уже принадлежит к цифровым РЛС современного поколения, а также объединен с тепловизионной станцией. Дальность обнаружения цели радаром Скидор, по разным источникам, составляет до 40–60 км. Кроме того, комплекс был обновлен путем интеграции более новой версии ракеты Аспиде, что позволило увеличить дальность до 25 км. Относительно высотности целей данные отсутствуют. Но, скорее всего, можно вести речь об увеличении максимальной высоты поражения до 7–9 км. ЗРК с такими обновлениями получил название Спеда 2000 и уже принадлежит классу ближней средней дальности. Таким образом, скорее всего, Испания готова передать старые версии комплексов. Их возможностей, к сожалению, вряд ли хватит для уничтожения самолетов армии РФ, но усилить оборону от крылатых ракет они вполне способны. Характеристики ЗРК с зенитными ракетами Аспиде в версии Шорот: дальность обнаружения целей 20 км, максимальная дальность поражения целей до 12 км, максимальная высота поражения целей до 6 км. Спасибо за просмотр и подписку на канал. Поделись этим видео с друзьями. До скорых встреч!